Тайфун ВДВ выходит на поле боя. В воздушно-десантных войсках завершаются испытания броневика «Тайфун ВДВ». Машина специального назначения, десантируемая парашютным способом, повысит выживаемость и огневую мощь десантно-штурмовых соединений, сообщили в Минобороны. Еще одна модификация – «Тайфун ПВО» впервые проехала по брусчатке Красной площади во время Парада Победы 9 мая 2021 года. Семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун», разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, КАМАЗ, Ярославский моторный завод, НИИ Стали. Данный НИИ занимался разработкой брони, Федеральный ядерный центр в Сарове занимался расчетом защищенности бронекорпуса, Магистраль поставлял бронестекла, МГТУ имени Баумана разработал гидропневматическую подвеску. «Тайфуны» впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне. 9 мая 2014 года на военном параде в Москве и на параде 9 мая 2015 года. В декабре 2014 года для опытной эксплуатации в войска поступила первая партия – 30 автомобилей. Весной 2015 года подъехала и вторая партия. Семейство бронеавтомобилей предназначено для перевозки личного состава, а также для установки различного целевого оборудования или систем вооружений. На его базе можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины беспилотных летательных аппаратов, эвакуаторы, экскаваторы и другие модификации. Семейство служит единой унифицированной платформой для легких бригад сухопутных войск. Попытки создать унифицированную автомобильную платформу для воинских подразделений специального назначения предпринимались в СССР с начала 1980-х годов. В 1990-х годах по этой тематике была запущена секретная программа «Гараж», работы по которой не были завершены из-за распада страны. В 2010 году была утверждена концепция развития военной автомобильной техники Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года, где предусматривалось развитие высокоунифицированных семейств бронеавтомобилей. В начале июня 2011 года на полигоне научно-исследовательского испытательного центра в подмосковных Броницах министр обороны России Анатолий Сердюков обратил на них особое внимание. Это абсолютно новые, современные и очень перспективные машины. Полагаю, что в ближайшие годы Министерство обороны именно такие машины будет закупать. 8 июня 2013 года на сайте газеты «Комсомольская правда» в репортаже о посещении министром обороны России уже Сергеем Шойгу завода КАМАЗ были показаны модернизированные автомобили семейства «Тайфун». Все машины семейства унифицированы по двигателям, информационно-управляющей системе, противоминной защите и подвеске. На всех машинах для перевозки личного состава возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля. Комбинированная бронезащита, керамика и сталь, а также бронестекла обеспечивают круговую защиту по 4-му уровню стандарта. Противоминная защита машин обеспечивается V-образным днищем, поглощающими энергию взрыва. Выдерживает взрыв устройства до 8 кг в тротиловом эквиваленте. В крышах машин имеются люки для экстренной эвакуации личного состава в случае опрокидывания. По периметру бронемашин установлены видеокамеры, что позволяет наблюдать за обстановкой, не покидая транспортного модуля, а также управлять бронемашиной в случае невозможности использования лобового стекла. Обитаемое пространство на всех машинах герметично, с искусственно поддерживаемым избыточным давлением, также обеспечивается фильтрация поступающего внутрь воздуха. Все машины семейства могут выполняться в двухосных или трехосных вариантах.